Тань, как твои дела? Девочки, ну, я вам скажу, что просто великолепно, даже если учитывая того, что, конечно, как я понимаю, что, возможно, это будет такой достаточно решающая возможность, чтобы вот избавиться от всего. Ну, девочки, ну, это, конечно, все вообще шикарно. Просто я от такого и избавляюсь, я сказать, потому что избавилась, но все равно оно, да-да. Но это, конечно, шикарно. Очень шикарно. Я очень чувствую, потому что я в каждом сеансе я говорю: девочки, я не могу вам чудо сказать, вот вам чудо, но я его чувствую. Да, а потом ради вроде бы раз и что-то там потянуло, да, вроде бы, но я его чувствую, оно приближается вообще, поэтому вообще шикарно, честно. Прекрасно. Тогда, что сегодня делаем? Над чем будем работать? Значит, я тогда начну что, читать эти Да, да, аспекты, давай. То, что ты подготовила. то, что я подготовила. Я Щепкина Татьяна. Хочу найти причину событий, на что притянулось впервые чувство тоски, потеря благополучия и творческой энергии, убрать программу раздражения, возвратить творческий денежный потенциал, найти тот момент, когда я разрешила себе выходить замуж много раз, выбирала мужей гулящих, пьяниц и абьюзеров, которые принесли страдания и ухудшили мою судьбу и судьбу и характер моих детей. Разрешила себе родить от них детей, не дождавшись родственной души, и таким образом получили больше страданий мои дети и я. Освободить меня и мой род от негативных программ. Родить детей чистыми, счастливыми. Хочу разобраться, пережить, оставить светлую часть и опыт, простить и отпустить эти энергии, откуда пришли негативные. Иду альфа-путем и выбираю все самое лучшее для себя. Развила канал на Ютубе, принося пользу людям и себе. Имею огромные просмотры и прибыль. Встретилась с родственной душой, имею много друзей и родственных душ, получаю 2000 евро в месяц для возможности вести достойный образ жизни, имею новую красивую квартиру в Валенсии, возвращаю память, слух, пищеварение, с мужем живу во взаимопонимании, с помощью, свободе, уважении к личной жизни и интересам каждого. Я самобытна и уникальна. Чтобы все это совершилось самым лучшим образом для сессита. Мои аспекты. Когда выходила замуж первый раз за Виктора, подумала, что так пришла мысль, до сих пор помню, не буду терпеть, если муж будет что-то мне не нравится. Что-то я помню это, не знаю почему. И буду выходить замуж, ну, как бы сколько нужно, но не буду терпеть. И перед замужеством моя бабушка Женя говорила, двоюродная, покірне теля двух маток сосе. Ты, говорит, слушайся, подкоряйся, будь там это самое, и терпеливой будет все хорошо. Муж не отличался ни хорошим поведением, ни характером, ни отношением ко мне и дочери. Дочь он не замечал. Мы конфликтовали с первого дня замужества и через пару лет расстались. Он уже нашел другую, чему я и мои родители были очень рады. Финансовой помощи почти не было. Виктор сразу отказался от дочери. Когда мой муж Александр решил удочерить его дочь Елену, Саша когда удочерил дочь Зелин. Саша и сейчас Елену считает своей дочерью, они общаются. Я благодарна Виктору за дочь Елену и за то, что после развода мы не встречались. Мой второй муж Саша был хорошим человеком. Я помню, что я его любила. Дочь нашу Вику он любил, и она ему доверяла. Но пристрастие к пьянкам приводило к раздорам, скандалам. От нехватки денег он выносил вещи и продавал. Выгнали с работы, и я его пьяным посадила на поезд и отправила к маме. Алименты присылала его мама. И у нас потом всю жизнь были нормальные отношения. Я благодарна ему за дочь Викторию. Мой третий муж Сенте после нашего знакомства сразу решил забрать меня в Испанию и жениться. Он только меня увидел, он уже просто все, он уже вцепился в меня и вообще не отпускал, хотя было много препятствий, документов не было. Очень приезжал 3 раза и приглашение сделал. В общем, сразу он запал. Ну, я хотела очень выехать из Украины. Когда я приехала, и мы начали совместную жизнь, то поведение мужа было странным,
неадекватным с моей точки зрения с первых дней. Бисенте своими запретами ограничил мои возможности выходить из дому, иметь друзей, с ними встречаться, жить без супружеской любви. Я была не в состоянии защитить себя и свои личные интересы из страха возвращения в Украину. Я неспокойна, когда знаю, что он должен возвратиться домой. Он давит на меня морально. И в квартире меня тоже очень давит находиться, и я стараюсь как могу, когда могу, уйти из квартиры. Контролирует и выходит из себя, если касается моего выхода из дому. Ходила к еврейке-экстрасенсу, чтобы понять, почему он так себя ведет. Там с подружкой мы ходили. Храпел во второй половине ночи специально, чтобы меня разбудить. Издевался открыто, это был не 1 год. Я позволяла, я думала, что мне нужно меняться, и что делаю не так, и нужно подстраиваться под него. И поэтому прожили мы 20 лет. Я не помню, что эта еврейка для него сделала, она практически, мне казалось, мне вообще ничего не сделала, но моей маме она наговорила булавку защиту. В Испании могла себе позволить материально лучшую жизнь, и поэтому терпела. Он без моего согласия взял большую сумму денег в банке, и, может, не только в банке, и не собирается возвращать. Дал понять, что для него я ничего не значу. Приятное то, что сообщил, что его мама написала разрешение жить и мне в этой квартире, ну, когда, по-моему, если с ним что-то случится, поскольку, или раньше, не знаю, поскольку она на имя мамы. Хочу выбрать для себя лучшее решение из всех этих ситуаций и разрешить лучшим образом для меня и всесвета. Мне по жизни снятся провалы, подземелья, частые спуски под землю или просто в полусне какие-то спуски, земные трещины. Раз под землей у меня на физике кольнуло сердце, когда я поняла, что нету выхода. Снятся сны, что я куда-то еду, плохая дорога, ночь, неудобства, эти постоянные мрачные путешествия, не то домой, не то где-то я там живу, ну, такие мрачные и неприятные. Вот где я нахожусь. Иногда приезжаю домой в родительский дом, вижу родителей живыми, куда-то еду, что-то ищу. Все эти поездки безрадостные. Раньше и сейчас заканчивается энергия. Каждый день мне нужно возобновить силы, поспать, потому что просто, ну, как бы вырубает. Хочу вернуть энергию жизни. Болит правая нога, болят вены, ну и стопы как бы такие, как деревянные. Не снятся сны, я их не помню. Хочу возвратить возможность видеть сны. Правая часть лица полнее, чем левая. Очень мешает деменция и глухота. Восстанавливаю все функции моего тела и процесс омоложения тела. С лета начала плохо спать, вот уже год из-за проблем, и очень редко до утра я досыпаю, чтобы не проснуться. Деньги много раз теряла по жизни из-за мошенничества людей и государства. Деньги мои, моей семьи на счетах во время развала СССР пропали. Забрали потенциал в денежном эквиваленте. Возвращаю. Посмотреть, как влияет гинка билоба на восстановление моей памяти. Сон. Они мне не снятся, вот это сон, я не знаю. Ну, предутренние они такие совсем немножко. Вот, сон. Я с кем-то нахожусь, где-то несколько человек, где-то комната, не понимаю что, и понимаю, что мне плохо, и мне, это я по памяти так, что записывала, когда проснулась, что меня вроде бы отравили, и напротив какой-то парень, и я думаю, что происходит на меня какое-то нападение, и что меня отравили, и потом вижу незаметно, я как подумала, что ж такое, и подползает так спереди меня ко мне змейка с такой плоской какой-то головой широкой. И она движется мне навстречу, ну, то есть как бы она делает вид, вернее, она думает, что я ее не вижу, но если я иду вправо, она идет вправо, я вправо, и она вот так преследует меня впереди меня. И в это же время, не знаю когда, потому что сон снится, и нога очень заболела, просто очень заболела правая нога. Такая была сильная боль, отдавала она снизу до колена и снизу до бедра. И я, когда проснулась, убрала сон и делала медитации, чтобы убрать эту боль. И, ну, я ее убрала. Утром после сна и после этого сна я как раз шла покупать вокзал,
на вокзале билет, и когда я возвращалась, купила билет, за мной гнался полицейский. Он так бежал за мной и кричал: "Альта, Альта, стоять, стоять!" И не бежать, стоять. И на него смотрю, чуть ли не смеюсь. Вот. Потребовал документы, начал там говорить, там кто-то что-то. Ну, посмотрел документы, отпустил. Передать маме и брату Володе о моем освобождении и алгоритмы освобождения. Мой отец Владимир, мама Елена, мои мужья Виктор, Александр, Висенте и дочери Елена и Вика не написала. Брата имя еще раз повтори, пожалуйста. Э, Имя брата? Мгм. Владимир. А имя той, экстрасенса не помнишь? Нет, она как еврейка какая-то, еврейка, моей подружки еврейки, она какая-то это, и, ну, там, да, ну, да, не помню. Ну, просто вспомнила, что мы к ней ходили когда-то, когда Вику и Мэна рассматривали, она выходила, поэтому я сейчас думаю, а я ж еще из-за него там узнавать хотела, что ж Мгм. такое. Таня, а скажи, вот, ты говорила, что, цель, прийти к успешному, это YouTube-каналу, который тебе приносит, денежку, да, выйти на доход 2000, жить в собственной квартире в Валенсии и жить в согласии. А что тебя это смешит? Ну, потому что, знаешь, как привычки старые, думаю, аж, ну, Так меняй хочу. привычки, ты уже опытный этот вот пловец. Да-да, Должна понимать, что это просто, ну, как бы да, привычки, что мы должны, ну, ты должна да, разрешить себе в это да, верить, что это Олечка, возможно, как бы, потому что, ну, не зря говорят: "По вере да, вашей да будет вам", потому что, ну, как бы, да, ну, да, я нужна это нужна понимаю. вера. И ты там же сказала, что хочешь там быть, в согласии, в гармонии с мужем в той своей жизни. Про какого мужа идет речь, ты мне расскажи. Ты хочешь ту жизнь, Висенты туда тянуть или что ты хочешь вообще? Да, а что ж это я там написала? Я имела в виду, если в согласии с мужем, то сейчас, поскольку мы с Висенте живем, то чтобы хотя бы вот это время мы не ссорились, я уже не помню, чтобы мы с ним мы не ссорились и уважали друг друга, я могла выходить, он мог тоже, потому что он у меня, ну, вот постоянно это, я это имела в виду, я не помню, хотела сейчас найти, что я еще где-то упоминала. Нет, Именно ты о просто там муже. вначале перечисляла, вот А, что ты хочешь, а нет, потом что нет, это жить его с не мужем. кас... Это Ну, его не понятно, потому что касалось. понятно, хорошо. Ну, ты же понимаешь, Почему-то. что как бы, мы, а, на другого человека мы можем влиять только, меняясь ну, сами. То есть, к нам относятся, с нами поступают так, как мы это разрешаем делать. Вот там считывают какой-то страх, какую-то неуверенность. Ну, и даже, может, он даже не виноват, понимаешь? Просто твои программы, твои вот эти вот просто, ну, триггерят его, и он себя так ведет, потому что, ну, он просто считывает это вот и тем самым подсвечивает, а что ж там у тебя, ну, как бы Да, внутри. да, я И это то есть, если ты понимаю. хочешь поменять, ваши взаимоотношения с Винсентом, значит, тебе надо как-то по-другому вот вести. Как я понимаю, ты уже начала как бы там менять и по-другому, и уже что-то у вас там Да, меняется. Ну, как бы опять же, что вот что у нас внутри, да, вот человек просто да, считывает, он чувствует. Просто если уже, он, ну, сам по себе такой, а, и у тебя внутри не за что ему будет даже зацепиться, то он ни дня уже с тобой не будет, понимаешь? Или он меняется, меняет свое отношение к тебе, потому что ты поменялась, или он просто отваливается, ну, как бы. м, я физической жизнью, чтобы я могла, кроме того, что концентрироваться на себе и на своих вот этих негативных, ну, как-то проявлять творчество и выходить из этого состояния, где это скрытая эта точка, ну, как бы, когда я позволила себе вот эту тоску. Она у меня вот уже 5 сеансов, оно все выходит, выходит. Хорошо, а почему в аспектах нету ничего про тоску? От чего нету?
Ну, где она у тебя проявлялась? Давай вот на физике прям, в каких событиях расскажи. Когда ты Вот чувствуешь это вот? Я просто, например, Олечка, особенно после обеда, я понимаю, что мне уже плохо, я понимаю, что мне нужно уходить с дому, потому, ну, мне кажется, это как бы с ним связано больше, с его подозрениями. Ну, не хочется быть в доме, мне он больше как бы сейчас, кажется, из-за него, что я не чувствую себя здесь вообще. Ну, а причина же, Ну смотри, наверное, в чем-то другом. он только зеркало. Ну да, ну да. Да, а почему-то же оно, ну, оно же с каждым сеансом все легче, это ж не разговоры там какие-то. Я бы и Мгм. сама разобралась бы, как говорится, я б такая умная была, так я бы и в сеансы не делала. Но я же понимаю, что с каждым сеансом оно все как бы светлее и светлее. Тот темный шарик, он все время светлее и прозрачнее, как говорится. А может, его Мгм. пора уже просто Да. отпустить? А я его вчера выковыряла. Себе подумала уже ночью. Я его вообще... Не, я его выковыряла. Думаю, ну все, уже хватит в этом сеансе, уже, чтоб его не было. Это что вызывает? А ты готова, пойти вот туда, где очень сильно Да, болит, да, да. и замените, там свет свой пролить? Там свет пролить, потому что то, что я здесь испытываю много лет, больше 20 лет, это уже, это не страшно вообще. По сравнению с тем, что как живу я здесь, жила. Если что-то такое будет выходить, и мне просто уже это достало, уже все. Потому что я даже не знала, какая... Оля говорит, да я делала сеанс, да я же не понимала, как должно быть, когда уже конец. Ну, я же сделала сеанс, а мне говорят, тебе нормально. Откуда я знаю? Ну, наверное, нормально, сеанс же сделали. Но я не знаю, как нормально. Ну, ну Ну, как нормально. нормально, когда есть изменения в хорошую сторону. Тогда вот Да, это есть. показатель, что работа Да, идет. да. Это есть, это есть. Это в ту сторону, это Когда есть. ты прям это уже проработаешь и отпустишь полностью, ты это точно будешь знать. Ты это четко почувствуешь, что все, вот это я, вот все, я свободна, я это проработала, и все. Виктория, ты в эфирном пространстве. Нет. Так, почему? Ну, я отвлеклась. Я Так, думаю о своем. Почему? Почему тебе важно сейчас думать о своем? Я выбираю, что мне завтра делать. У меня выбор. Так, хорошо. Может, Для себя или для других. давай сделаем этот выбор или сделай этот выбор, чтобы я тебя не отвлекала, если Да, это я уже важно прям. сделала, да. Это очень Мгм. важно. Да, хорошо. Посчитать еще раз? Ну, я в эфирном пространстве, да. Хорошо. На счет 3 найди эфирное тело Таня. Таня. Один, 2, 3. Э, я вижу, что, ну, я, вероятно, была в эфирном пространстве, просто вот это все темное, я не поняла, что это. Мгм. Короче, такая темная полоса. Сейчас я отодвинулась и рассматриваю ее. И она из сектора магии идет. И там как Мгм. будто бы ты сказала найти эфирное тело Тани, а Мгм. там такая фигура, то есть в этом темном пространстве еще темная фигура шла, и как будто бы вот так на правой руке что-то светлое несла и вот так вот разбрасывала. А, ну, можно было бы подумать, что это Таня. Но оно начало вдруг приближаться, и как будто бы напала эта энергия на меня, и так Мгм. развернулась, и такой петлей, ну, как бы ударилась о мою энергосферу, ударилась, и вот так, ну, как бы отскочила. И такая Так. темная энергия, как змея, а,
в Это портал, в сектор интерферента ушла. мгм. Так. А что это за энергия? Что это за змея? А сейчас я вернусь обратно, я посмотрю, кто это шел и что там нес. Я слышу плач ребенка. Это Так, ребенка, это а это несут на сущность. руках? Да, 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 да. Я Мгм. вернулась обратно Мгм. к тому моменту. Так, что это за фигура? Ам, Это вот вообще крокодил, и у него морда длинная такая, ну, как у крокодила настоящего. Даже Мгм. не крокодил, а аллигатор. Так, считай, кто он А, такой. И хвост тянется. Ой, когда ты сказала, считай, кто такой, просто прозвучало мать. И хвост потянулся в сектор магии. Мгм. Так, а чья мать? Сейчас я посмотрю. Этой девочки. А эта Мгм. девочка это Таня. Я вижу ее лицо. Так, А хорошо. ее мать, это ее крокодил вот этот. Так, считай имя матери. Ну, это в этом воплощении мать Тани. Да, Мгм. Хорошо. Ты сказала, что хвост в сектор магии ее тянется. А что там ну там мать. И в я секторе вижу магии? ее вот так вот. Ну, как на гинекологическом кресле. Мгм. И вижу, что между ног такой, как черный шар. А, И считывается, что у нее отобрали, но ее имени не идет. Это Мгм. программы я вижу только. Отобрали девственность, и я вижу, как такая энергия, как шар сияющий. И считывается Татьяна, будущий ребенок, просто попадает как в сектор магии. Мгм. И нужно посмотреть, Да, что да. Мгм. происходит на эфирном плане. И я вижу, что э, он вот так этот шар сияющий передвигается, как сектор духов. А, Мгм. и там такой портал, вот так, по центру. Но я теперь поняла, я подумала, почему в центре именно моей ментальной карты находится этот сектор духов. Я слышу стержень. Внутренняя Так. блокада считывается, как гвоздь такой черный Мгм. изнутри, такой портал открытый. И этот ребеночек вот так передвигается, эфирный план, вот сюда, и тут считывается расчленение. И я вижу, что во время этого аборта в эфирном плане, эфирное тело Тани попало, я слышу, в раздаточную. Мгм. Что это такое? Сейчас я посмотрю. Это выглядит, как будто бы очень много разных духов, голодные, Мгм. с тарелками стоят, такие миски стоят. И Мгм. кто-то им накладывает. Я вижу этот крокодил, им накладывает. Считываются духи преисподней. Буквально как тортик отрывает частицы этой светлой души Тани. И я слышу нагромождение, и такой свет вспыхнул, и пошел в сектор интерферента. Мгм. Я слышу Люцифер. Этот Так. свет. Сейчас я считаю. Где контракт? Почему-то этот свет, который ушел
от Тани, он так искусственным светом засиял. Мгм. Так, это мы посмотрим. Да, я слышу, подожди, я не буду отсюда уходить, да я сюда пойду. Так. Я вижу, это девочка, как будто бы в таком поле застыла, и она говорит, я не буду больше видеть света солнца, я не буду больше смеяться, у меня больше не будет мамы, я буду совсем одна. И я вижу, как такой черный шар проникает ей прямо вот сюда, считывается в душу, в сердце. И там как будто бы игла такая, как кольнула, и такое так, Мгм. так, это мгновение, я слышу мгновение смерти. Получается, она Мгм. живая, но все это время она носила в себе вот эту иглу смерти. Мгм. И она подписывает контракт с Люцифером. Мгм. Он считывается как самый голодный зверь, что он Мгм. жаждет человеческих душ, он жаждет смерти, и весь фокус вот в этой игле смерти, вот этот стержень. А сейчас он как-то вот так исказился, он ровно вот так был. И слышу опять вот эти контракт, что куда она пойдет, за ней будет ходить вот этот Что будет контракт. с Люцифером? Да, Мгм. и Так, она говорит, что она принесла себя в жертву. так. А во время выживания, то есть она пообещала Т Не видеть что-то. свет, да. Не, давай посмотрим, что она, какой контракт Так, заключает. Ради Вика, жизни. подожди. Давай заморозь это все. Замораживаю. Отсоединись от всех и от всего. Да, что случилось? Вернись к Тане, Да, считай ее эфирное ДНК. Таня ли это? да, это Таня, я ее вижу. Проси у нее разрешения потрудиться с ней и для нее. Да, она разрешает. Мгм. Прекрасно. А теперь, вернись, к этому замороженному контракту с Люцифером и то, что Да. Таня принесла себя в жертву. Теперь давай посмотрим, что там произошло в Я этот вижу момент. обмен. Она пообещала ему, что будет нести свет зверя. Так, почему она это пообещала? Ради жизни она показывает на маму. Маму Нина зовут или как? Елена. Поэтому и спрашивала, это в этом воплощении? Это в этом воплощении. Мгм. Но Как же ты, Таня? Ну, это воплощение, потому что я вижу маму в этом воплощении. мгм. Но, возможно, потом еще другое какое-то всплывет. Но самое важное вот Щас, это сейчас разобрать. Таня пишет, что есть тетя Нина у нее. Ну вот, прозвучало имя Нина. Нужно посмотреть. Так, давай посмотрим, кто Сейчас, она одну такая. секундочку. А, вот там, где оно прозвучало, она Мгм. стоит среди этих духов, Духов? которые с тарелочками. И у нее черная тарелка. Ну, духи все Мгм. такие, как серые, и с такими же Мгм. серыми тарелками. Ну, не серые Так. инопланетяне, а на цвет серые. Мгм. А она
Вот эта Нина стоит, и у нее такие глаза, и черные, и с такими вот этими бликами, считывается люциферскими. И она стоит с этой черной мисочкой. И она Мгм. говорит, и от этой мисочки черной такая подключка еще ниже, чем контракт подписан. В каком-то Мгм. предыдущем воплощении, в очень низком пространстве, это, я слышу, родовая травма, что она принесла Татьяну в жертву, считывается подземным богам. Мгм. А, Так. И Приказывай. я подумала в этом воплощении, что какая ее роль. Я вижу, что она как Мгм. будто бы на ухо шепчет маме. Вероятно, она сыграла какую-то роль в том, Посмотри, что там происходит. Когда она шепчет, то как это влияет на маму она Тани? говорит, убей ее. И именно тот дух, который в Нине в этой, Мгм. и вот эти блики Приказывай лица, да. этой Нине отвечать, кто она такая. А я вижу это из какого-то воплощения. Ам, Она приносит, стоит вот так, какая-то ветер, одежда развеивается. И Мгм. она считывается, что она приносит ребенка. Она родила его, ее. Это ее ребенок Так. был. Я вижу, как Мгм. она достает этого ребенка. Сейчас я посмотрю. Да, Так. Приказывай отвечать, что она делает, для чего она приносит жертву своего ребенка. я вижу, там стоит такой низкий истукан, как каменный, Мгм. а, ну, такого роста, как она, ну, в эфирном плане, наверное. Мгм. Какой-то странный, с такими какими-то, как будто бы бугорки, типа уши или что-то такое, и рот такой огромный, вот такой открытый рот. Так. Считывается, что это печь. Мгм. Так. Приказывай отвечать, зачем она в жертву приносит своего ребенка. Она говорит, что мы всегда так делаем. Так. Кто они? Я вижу храмовая проституция. Мне идет храм Артемиды. Мгм. Так. Что чувствует Таня, когда ее мать в том воплощении приносит жертву? Она ее успокаивает, Кто я кого слышу. успокаивает? Это Нина говорит, что ты вернешься и заберешь обратно, и показывает ядро души. Мгм. А какой же там еще контракт? Вероятно, нужно этот разорвать сначала. Или как Который в это? этом Ну контракт с да, Люцифером? да, потому что он же первый всплыл. Почему Хорошо. мы его... Тогда давай мы, заморозь, то, что Да, приносит я жертву заморозила. Нина. К этому ядру души мы вернемся. А сейчас, найди вот этот контракт с Люцифером, Таня. А вот я вижу, и Таня, вот этот шар, который как бы там разделялся для того, чтобы эти сущности ели. Мгм. Вот так вот Таня м, смотрит на эту черную тарелку, которую Нина держит, Так. и берет с этой тарелки и разворачивает. И говорит Что? так, ты меня предала.
Я слышу Мгм. факт предательства, факт принесения в жертву. Мгм. Она говорит: так ты мою маму надоумила, и у этой Нины вот эта рептилия, такая морда, как у аллигатора. Мгм. Не у крокодила, а у аллигатора. Ах, Так, хорошо. Вернись к этому контракту и посмотри его условия. На что по нему согласилась Таня? Контракт с Там Люцифером. я слышу, что Люцифер говорит, что, ну, это образно говоря, Люцифер, это вот эта вся эта структура эгрегориальная, говорит, Мгм. что как бы проклятие, ты будешь вечно ходить, говорит, дорогами тьмы. И так красноречиво говорит. Не видите дневного света. Мгм. И я вижу, что вот этот последний муж, он именно буквально а, э, срабатывает этот контракт, он буквально не дает ей свет увидеть, заставляя Мгм. сидеть дома. Вот. Так. Что Таня потеряла по этому контракту? Голос, право голоса. Он говорит, что ты не имеешь права голоса. Тебя М. никто не слышит. Он говорит, у тебя привязь ко мне. И я вижу, что глаза от глаз, от зениц глаз. Ну вот зеницы глаз — это такие порталы. Это такая Мгм. дырочка на самом деле, зрачок. И вот я вижу, что этот портал, он должен вести к зрительному нерву, я слышу, к центру, к зрительному, который находится в голове сзади, как зеркало, вогнутое, и которое отображает, я слышу, внутреннее строение нашей Земли. Мгм. Так, а у Тани? А вот у нее вот этот портальчики, они выходят наоборот, и привязано ее внимание к этому контракту. Я слышу к духу Люцифера. И он так М. тяжело дышит, а Так. она своими зрительными вот это Мгм. ниточками черненькими, портальчиками, как будто бы это дыхание его, знаешь, как фонендоскопом врач слушает Мгм. сердце, Так. вот так ощупывает своим зрением вот это дыхание. Она И то, ищет что она ищет? у него в левой руке, а он лежит вот так под пластом магмы. Мгм. Она ищет, говорит, свою родственную душу, Так, а почему она у него ее свой ищет? родной портал. Потому что, когда она вскрикнула, когда она ощутила близость смерти, она как бы умерла, ее часть какая-то. И она Мгм. дальше продолжила жить с умерщвленной частью сердца. Так. А эта родственная душа, которая в руках у Люцифера, это что? Это она и ее муж, я слышу. Мгм. Какой муж? Я слышу предыдущий. Так, что это значит? Какой предыдущий? Александр. Не знаю. Мгм. Да, это второй муж. А почему именно она там со своим мужем в руках Люцифера? Я слышу, что она потеряла его по контракту, потому что она убила себя.
Я ж не зря там это начинала, эту практику, но Таня настолько заблокирована, ее сознание, что она не услышала голос своей души. А я увидела. Так, что ты увидела? Ну, это тогда, когда я спрашивала, Да, я да. увидела. Почему она плачет? Мгм. Что ты увидела? Да. Но этот контракт я увидела. Я Мгм. увидела А эту что, плачущую девочку. а что значит убила себя? Опять проявляется вот эта Нина, которая приносит в жертву, Так, а я слышу, хорошо. Ее, незаконно рожденного ребенка. так, а Она, почему приносят в жертву, а считывается, как убила себя? потому что в эфирном плане все находится в одном времени. То есть Так. там это наложение двух контрактов из прошлого какого-то очень древнего воплощения. Оно считывается как родовое проклятие. И я вижу эту Нину, которая является как прародительницей рода, и она Мгм. работала храмовой проституткой, и она принесла незаконно рожденную девочку в жертву этим богам. Я вижу эту морду какую-то, вот такую, как будто бы каменная печь, считывается храм Артемиды. Мгм. Так, хорошо. Пока что отсоединись от этого и вернись к контракту с Люцифером. Давай мы с ним закончим, а потом туда пойдем. Да, По этому контракту что Таня получила? я вижу, она как будто бы ножками отбивается, и вижу, но нога правая, левая, искусственные импланты черные отбиваться, то есть всю жизнь как бы отталкивать, то есть это повышенная ну, обороняемость и контракт еще в Так. секторе принесения в жертву. Мгм. Я ей передаю, что она вообще не ответственна за действия и за агрессию других людей. Она ни в чем не виновата. Но мне интересно, почему на нее перекинули эту карму. Я Так. слышу, это было из согласия высшего я. Я вижу в секторе первоисточника находится Так, что там в там секторе какая-то программа, первоисточника? которая называется, вот она, это лобызатель. То есть там, где должно быть высшее я, вход к высшему я закрывает такая фигура, а, которая считывается как лобызатель, Мгм. подстилаться, подстраивается, подчиняться. Мгм. Вот почему я вижу, она не смогла услышать себя. Так, Это хорошо. фактически как центр управления ее сознанием. Мгм. А ты сказал, что она согласилась принять карму. Что за карму она согласилась принять? Ответственность За за что? свое убийство. Мгм. Поэтому считывала, что она убила себя? Да, Мгм. Так, хорошо. А вот эта программа "Лобызатель", когда она впервые появилась в пространстве Тани, что произошло на физическом плане в этот момент? я вижу возле правой ноги именно то, что я увидела, когда Таню спрашивала. Стоит маленькая девочка лет 2-3, ну, 2, Так, наверное, да, 2 считывается. Маленькая. Вот. так. И что происходит, когда эта программа сформировалась у Тани Она не в пространстве? сформировалась, она подтвердилась. Я вижу, что это связано, Мгм. она м, э,
как будто бы в руке держит такую на палочке конфетку круглую. Ну, как петушки раньше были. Так. А какая-то Алена говорит, потерпи, но я вижу, что это с- э, совпало с этими вибрациями терпения в этой печи, потому что в эфирном плане она до сих пор там пылает в этом огне. Мгм. Вот там живая. Так. Так, Таня говорит, что это прабабушка Алена. Что? Ну, то, что ты увидела, Алену, только, Да. которая говорит: "Потерпи", что Таня говорит, что у нее прабабушка была Алена. Ну, я же говорю, что здесь все программы сошлись вот так, контракт на контракте, все вместе, Так, и хорошо, все давай найди связано. прям самую основу, на чем это все держится. Слышу опять дух Люцифера, Так, принесенная в жертву Артемиде. мгм. То есть это, получается, основное событие, на чем это Это все держится. первое. А вот в этой жизни это уже подтверждение того контракта, которое Так, усиливалось родовыми паттернами. То мгм. есть это уже, я слышу, родовая деменция. Так, эта программа, вот вернись к программе "Лобызатель". Она Так. также по контракту с Люцифером сейчас подтвердилась в этом воплощении? Да, это М, когда он говорил, что она будет ходить дорогами мести. Вот тогда вот этот контракт завязался. так, какие еще условия этого контракта с Люцифером? Он говорит, что будет держать ее в руке. Вот он лежит и держит. Мгм, Вечно. мгм. Так, если Но я еще? вижу там ее силу. Сейчас я вижу, что там в этой руке он прорастает, как зеленый росток. И его это жжет, эту руку. Мгм. Что это за энергия? Это ее внутренняя сила. Мгм. Ее Так, энергия роста, которая заложена в ее духовной. Все это время вот эти все голодные, которые эти духи, это вся мгм, система, которую мы называем Люцифер, это весь этот антимир, можно так сказать. Все его эти порталы, эгрегоры, все эти сущности, демоны, это все питалось ее растущей энергией. мгм. Есть ли еще какие-то условия в этом контракте? Я слышу гореть вечно, и я вижу, что в этой печи а, в эфирном плане она до сих пор как будто бы пылает, но вот это и есть, я слышу, то пекло, да, как будто капельки капают такие черные, и она слезы, вот это, что она плачет, и в каждой этой черной слезе она вырабатывает там энергии. Мгм. В этой печи? Да, темные энергии, и я слышу энергии зависти живым. И вот я вижу, когда она вот плачет, она на самом деле выплакивает вот эти механизмы. И вдруг встрепенулась этот лобызатель, эта программа. Это как М, центр управления, это как, ну, это энергетическая такая сущность, которая управляет и мгм. перерабатывает ее энергии. Так. И На чем она держится, эта сущность? На контракте или на чем то еще? вот этот лобызатель,
Да. Он держится на этих двух контрактах, на тете М. Нине, на этой Мгм. Алене. Это считывается как родовое проклятие. Мгм. Так, хорошо. А, вернись к этому контракту с Люцифером. Есть ли Да. еще какие-то условия этого контракта, которые нужно рассмотреть, чтобы Таня смогла его полностью расторгнуть? Ну, и я вижу, что это нет такой комнаты, чтобы пришел там и расторг. Это происходит естественным путем, когда М. человек, ну, принимает Видит, осознает. решение, да, осознает. Мгм. Потому что я вижу, смотри, как интересно. Я вижу, как этот Люцифер образно, да, это Мгм. метафора, идет вот так, как будто бы лежал и дышал так тяжело. А сейчас я вижу, как в его руке это жжет, и росток прорастает. И вот там, где она Мгм. прислушивалась к его зову, так идет, вижу, как буквально через его грудь, через его сердце выходит ее энергия. И она Мгм. говорит: я расторгаю контракт на сожжение меня в печи. Мгм. И я вижу, что там есть первичный контракт, считывается на пришествие в физическую реальность к матери проститутки. Мгм. Так. Мы его рассмотрим, но сначала давай, чтобы Таня полностью расторгла этот контракт с Люцифером, Ну вот смотри, который мы по твоим подтверждающий. вопросам вот пришли сюда. Может, сюда и не нужно отсюда уже уходить, Просто если уже мы оно идет? возвращались, ты говорила, что надо сначала этот контракт с Я Люцифером, помню, да, подтверждающий, да. что, ну, посмотри, как сейчас с ним изменилась ситуация. То есть она говорит, что она опять эта бумажка, которую она достала из тарелки Нины. Мгм. Вот она вытаскивает на уровень сознания, и говорит, что она расторгает контракт с Люцифером и запрещает а, себе быть жертвой, принесенной в жертву Артемиде. И это опять испугалась, эта программа «Лобызатель». Я Так, передаю... Ой, Нина опять. А что за Нина такая агрессивная? так, Нина — это то, что в этом воплощении Да, тетя, я да, помню, я а ее в этом вижу. мать. Почему она такая агрессивная? У нее такие программы зависти, и она перебросила свою карму на Таня? Татьяну, Так, и видит ли сейчас она Таня? ей ставит в претензии, что Татьяна типа ее предала. Ну, Мгм. это типическое поведение, типичное поведение для любого абьюзера, Мгм. обвинять в предательстве других. Так, видит ли Таня, что она приняла чужую карму? Она плачет и говорит, что она была маленькая. Ну, Мгм. она даже не новорожденная была, ей было месяца 3. Да, Вот. но И она сейчас говорит и плачет, что она своим была совсем сознанием маленькая. она может зайти в тот момент и А, изменить. вот оно что. Подожди, вот Да, оно что. А, что? Смотри, что произошло. Когда она была маленькая, когда ее это сожгла, Мгм. то она, ее сознание еще было с матерью единое, и она, когда она приняла, что это она сожгла свою мать, она так и говорит: Мгм. я сожгла свою мать. И у нее вот Так. это чувство вины, это и есть вот этот механизм переброса кармы. Я Мгм. передаю Тане, чтобы она посмотрела, что это ложь, она отдельно от Мгм. ее матери в том Да, воплощении.
Чтобы она увидела реальную ситуацию, что тогда произошло на физическом плане, и на эфирном плане. Я вижу, как она в этой бумажке, завернутой, как пепел, вот так поднимается в сектор принесения жертвы, вот из этих нижних порталов. То есть М, я слышу озарение, вот эта энергия озарения, которая разрушает контракты. Вот. мгм, И она говорит, ты принесла меня в жертву. И я вижу, как она выходит оттуда и берет вот так за грудки эту программу «Лобызатель». То есть это мгм, как стокгольмский синдром. Вот эта программа «Лобызатель». Это мгм. центр управления жертвенными программами. И она ее бросает туда в огонь. Я передаю Тане, чтобы Таня сейчас полностью, и она вот так отодвигает стену, чтобы она полностью убрала эту капсулу смерти и отменила свое решение. И вдруг эта программа «Лобызатель» ушла, а Мгм. там стоит ее высшее «Я» и пишет. Так, что Она пишет? пишет, что Татьяна приняла решение быть свободной. Мгм. Вот так вот смотрит и таким лучом, как будто лазером, туда вниз, там, где этот Люцифер лежит, Так. с Мгм. этим, э, и этот росточек. И высшее Я говорит, что Татьяна решила стать свободной. И вот Мгм. эта волшебная фраза, она живая душа. То есть это именно та фраза, которая помогает справиться с этими негативными мертвыми программами. То есть противопоставить себя как живую душу негативным этим неживым программам. Я вижу, Мгм. как Таня просто выходит из этой пасти, оно идет доменная печь этой печи, Мгм. опять доменная, Мгм. потому что там происходит во время этих жертвоприношений, происходит именно как бы переплавка этих энергий, там происходит вот. И в память об этом еще я вижу эти праздники, эм, Так, какие праздники? перескакивания через Через огонь. огонь? Ивана Купала. Мгм. Так. Посмотри, полностью ли Таня забрала свою энергию, энергию своей родственной души, тогда вот с руки Люцифера. Я ей передаю, чтобы я вижу, как как эти перемещаются у нее эти блоки из глаз. Я ей передаю, чтобы она их убрала, полностью выталкивала и расторгла этот контракт. И она Мгм. буквально как закричит: «Я живая!» И я вижу, как эта девочка растет и встраивается в семейную систему. А, она тогда была отвергнута как незаконно рожденный ребенок. Вот. И я вижу, как эта миска, как сковорода черная. Они все стояли, М. я думаю, что за миски похожие такие? А это как сковорода. И вот так этой Нине просто в лицо. И Мгм. Таня говорит: ты мне не мать. Я передаю Тане, чтобы она восстановила порядки любви и справедливости в ее родовой системе. Она Так. отдельная часть и по праву должна занять свое исконное место в ее родовой системе. И я вижу, как эта маленькая девочка вот так растет и становится таким вот частью ее системы, всего Мгм. этого древа. Я М. передаю Тане, что она может сейчас восстановить порядки любви по всем ветвям и по всем корням и забрать, эм, убрать из ее родовой системы все эти привязки к эгрегориальным структурам смерти, расторгнуть все контракты
Так. И она сейчас вот так положила перед собой, как будто бы на стол, э, так- такую книгу большую. Так. Что Считывается это? эта книга «Сфера жизни». Мгм. И она Так. говорит: «Мама, хоть ты меня и убила, но мне не больно». Мгм. И там такой портал. Я спрашиваю ее, а она постоянно смотрела в этот портал. Я Так. передаю Что Тане, что это? она живая душа, пусть посмотрит на себя. И пусть разорвет этот контракт с этой Ниной и с мамой, и пусть каждый займет свое место в ее родовой системе. А она представитель сейчас ее божественного духа, ее рода, и она имеет полное право восстановить порядки любви в ее родовой системе. Опять я слышу Александра. Мгм. Так. А что это Александр, значит? Почему ты слышишь Александр? он Как он вместе связан с с Таней? ней выходит с этого эгрегора. Они так вместе были, знаешь, как вот это инь и янь. Он на самом деле, он как родственная душа ей. Мгм. Она просто Так. не умела с ним обращаться, потому что Мгм. его нужно было тоже исцелить, и ей нужно было исцелиться. Мгм. И я слышу Вика, Так. Что это девочка значит? Вика. А это дочка Ан- ихняя? да, она находится, я слышу, под колпаком. И по М. отношению к Тане она находится в секторе магии. Так. Сейчас я спрошу ее. Мгм. Она говорит на Таню, тычет пальцем и говорит: мать убийца, принесенная в жертву. Она считывает эти и показывает, она говорит, она убила моего отца, и показывает пальцем на то место, где они с Александром были потеряны, они потеряли. И нужно Мгм. восстановить порядки любви с Александром. Да. Таня может это сделать, если она хочет. И еще какой-то муж, то ли Виктор, то ли какой-то. И я ей передаю, что она может поблагодарить Александра, что он был в ее жизни, Мгм. но он считывается как ее родственная душа. Мгм. За то, что он подарил жизнь их дочери, я вижу ее улыбающееся лицо. Она говорит ему: «Ты мой друг». Мгм. А вот она почему плачет все время. Почему? Ну, потому что они встретились, но не смогли удержаться друг с другом. Она Мгм. говорит: «Мы не поняли друг друга». То есть на уровне души они друг друга нашли, но вот эти блоки, эти программы Мгм. их и вот эти контракты, их опять разъединили. Так. Таня, если хочет, может передать информацию Александру об освобождении с алгоритмом. Но это всегда, да, так работает. Родственные души бегут друг от друга, потому что их пугает вот это объем работы, которую нужно проработать им обоим. Мгм. Я передаю ей, чтобы она убрала все эти черные энергии, она расторгла все эти контракты с матерью, с Ниной, и пусть очищает все пространство и освобождает душу. Вот она освободила и вылетает еще. Это, а первый Виктор у нее муж. Да. Мгм. А ну вот, и Виктор вылетает. Я ей Так. А передаю, как? чтобы она поблагодарила и Виктора за то, что он был. А он был подсказка из прошлого. Он был Что это значит? демонический. Он вылетел буквально из этого э, э,
Он подсказка из прошлого. Он ей напоминал, что она ничтожество, что она просто принесенная в жертву, ничто, что она Мгм. корм для богов. Так. Видит ли это сейчас Таня? До чего он был ей Да, дан, на что притянулся? видит. Я ей передаю, чтобы она Так. поблагодарила его за то, что он ей напомнил об Мгм. этом, и что сейчас она смогла расторгнуть свой контракт. И она говорит, меня больше не жжет. Я ей передаю, чтобы Мгм. она убрала из своей памяти, стерла со всех информационных полей все эти ситуации, все ее мучения и слезы, и забрала всю энергию с каждой той слезинки, которая там упала, и очистила весь ее рот. Я вижу, как эти слезинки черные отделяются, они как мешочки такие, и падают. Мгм. А такие яркие, как звезды на небе. Ее энергии считываются лучи счастья. Вот. Мгм. Как интересно. Хорошо. Посмотри, И как изменилась, да, как изменилась ситуация с Викой, то, что она была под колпаком в секторе магии. у Вики вот эта программа, принесенная в жертву, я передаю Тане, чтобы она передала по всем своим родовым путям, параллельным вниз и вверх, и по параллельным тоже, и к корням, информацию о том, что божественная живая душа, ее и каждая живая душа, пусть возвращает свои искры счастья, гармонии, процветания и убирают все эти энергии негативные, энергии смерти, грусти туда, откуда они пришли. Пусть приказывает своим родителям отправлять туда все эти негативные энергии, откуда они пришли. И вот я вижу, как она разворачивается, и как будто берет свет, такой как солнце от своего высшего Я. А я Так. слышу, это передача данности от Первотворца, а высшее Я от высшего ее, еще высшего Я. То есть там их, я слышу, по духовной династии Творцов передает как новые одежды для новой Так. вдохновленной жизни. Я передаю информацию, чтобы у нее еще есть дочка, да, Да. Лена? Елена. Да, Мгм. слышу, вижу ее. Лена, чтобы она своим доченькам передала информацию, что они живые, что их мама живая, что их род живой, никто никого не приносит в жертву. Мгм. И пусть Вика, пусть приказывает Вике забирать все эти черные энергии и передавать туда, откуда они пришли, в тот подземный мир, в мир духов. А она пусть выходит, да, и она выходит, живая и светлая, обтрушивает, и Леночка тоже. Я передаю Тане, чтобы она полностью очистила свой рот. И сейчас, Мгм. чтобы зашла, я слышу день и вижу, сначала было как ночь, все темно, а сейчас все светло, Мгм. как днем. Чтобы она очистила весь свой рот Так. и разделила, Хорошо. и посвятила весь свой род а, свету и соединилась и светом. Я вижу, как вот эти зрачки, которые были как Мгм. порталы, вот так это Мгм. все выравнивается, и они вот так вот вышли и соединились с ее энергосферой, то есть она получила цельность Так. бытия, я слышу цельность бытия, свобода. И я ей Мгм. передаю, чтобы она восстановила целостность всех ее энергоструктур и убрала вот этот невидимый
купол, который ее держит, а также остатки этой программы подчинения вот Мгм. этого лобызателя. Пусть отправляет в портал на утилизацию. Я вижу, что она выходит как будто бы из подземелья. Пусть забирает, вот забирает все эти ее божественные искры и как будто бы обтрушивает вот это из себя. Мгм. Так, хорошо. Посмотри, вернула ли она ядро души. Да, она показывает, оно сияет вот здесь. Мгм. Хорошо. Также ты говорила, что есть еще вообще вообще первый контракт пришествие в физическую реальность. Что с ним сейчас, с этим контрактом? Ну, мы ж на него не смотрели даже. Я вижу, что... Тогда найди его, Ну, сейчас я этот найду контракт. ее в том моменте, когда был этот контракт подписан. Что было? Мгм. Мгм. Я слышу это соглашение на утиль души. Так, с кем этот контракт она подписала? Всем сторонам этого контракта приказываю проявиться. Вот в секторе интерферентов это морда этого аллигатора. Мгм. Приказываем отвечать, кто он такой. Говорит божественный дух Люцифера. Мгм. Что он делает в пространстве? Антипод света. Что он делает Абсолютное зло, абсолютная тень. в пространстве Тани? Демиург. Что он делает? Да, в пространстве Тани. Он говорит, дрессирую, поедаю. Так. Когда он появился в пространстве Тани, на что он притянулся? Я вижу в секторе магии. Какое-то опять это свечение такое. Так. Что там за свечение? Что это за энергия? Считывается магический купол. Так. Что это за магический купол? Цельнозор. Так. Вот такой, какой-то как шарик, э, как шар, полушарик. Мгм. Так. И что произошло в тот момент, когда этот аллигатор впервые появился в пространстве Тани? Я вижу в сектор принесения в жертву. Я вижу, я слышу родовое проклятие. Так. Что это за родовое проклятие? Какой-то как будто бы сперматозоид черный. Вот так вот от этого а, цельнозора вот поплыл. И я слышу, нашел колыбель. Это Так. зацикленный такой круг. Вот. Они же Мгм. всегда пытаются вот эти э, круги создавать, зацикливать. То есть цельнозор притянулся на это жертвоприношение, на этот контракт и Мгм. усилил его, я слышу, диагностировал и Так. усилил. Но сейчас его самого нет, Мгм. вот, но какие-то остатки остались, какой-то как пузырек. Так. Защита, сила, защита. А, Ш Что это за сила? Я Что вижу, за что защита? это связано с этой программой подстраиваться под Люцифера, Мгм. деменция рода, то есть сила Так. и защита в чистоте, в свете, в следовании ее зова своей божественной души, а не в ритуалах. Мгм. Видит ли это Таня?
Да, это остаточки, это остатки этого всего. Я ей передаю, чтобы она сейчас посмотрела и определила, где ее истинная сила. И она говорит, в ростке моей души, это вот эта искра, Мгм. это сокровенная часть. Я даже голову опустила, чтобы не смотреть. Это Мгм. сокровенное и принадлежит только ей. Я ей передаю, чтобы она а, восстановила функции охраны своей божественной души и передала эту информацию по своему роду. И она так с таким трепетом, это божественное ядро. Это словами Мгм. невозможно передать. Так. Убрала ли, Таня проклятие со своего рода, вот эта деменция рода? Я вижу, как она отдает, да, и вот этот опять проявился, помнишь, я говорила, что закрывает вход к ее будущему, и оно сейчас отрывается, и она отдает это все, говорит Люциферу, но я вижу, что она отдает это этому Илье Цельнозору, Мгм. и Так. ему эту То всю есть деменцию. отдает, да, и убирает полностью его со своего пространства. Да, это пси-технологии, они все одинаково работают. Мгм. Так, хорошо. Вернись к этому контракту с аллигатором. Какой Он его кричит: "Я хочу жить!" Он Мгм. уменьшается. Уже А все время Таня пришло. говорит: "Сила во мне". И я вижу, Мгм. как лопнула эта защита, вот так здесь, типа защита. Вот Мгм. так вот лопнула, как коричневый, такой скафандр, шар. Потому что эта Так. эзотерическая защита извне, на самом деле, это и есть, уязвимость. Мгм. Вернись к контракту с этим аллигатором. Посмотри, на что по нему Таня согласилась. Я не вижу самого контракта, я вижу, что это энергии, которые распадаются. Они так и М, считываются. Ясно. Так. Распадаются, чтобы Таня стерла со всех Мгм. информационных полей все эти энергии. Мгм. Так, хорошо. Вероятнее всего, что оно считывается как верховный контракт, по которому она Так. пришла, что он был расторгнут ранее, Мгм. потому что самые тяжелые контракты — это которые связаны с этим воплощением и с физической болью и М, страданиями. мгм. Хорошо. Посмотреть то, что вот, была вот эта ситуация, что, как кольнула игла смерти, как сейчас изменилась ситуация, убрала ли эту иглу полностью Таня со своего пространства? Но я вижу, что когда она кольнула ее, то на самом деле на конце иглы была вот это, я слышу, жар, прозрение, да, то есть Мгм. осознание, и оно растворило это копье, эту иглу, и это как выглядит, опять же, это поле, где она там была, а Мгм. эта игла — это как воин такой злой, колдун. И он видит, эта игла так упала. Деменция считывается. Я передаю, Мгм. чтобы Таня направила свой внутренний свет и ростки жизни в каждый момент ее жизни. Я слышу, в каждый момент пребывания ее во всех измерениях, во всех воплощениях, и восстановила все порядки любви в ее системе родовой, в ее личном пространстве, в ее семейной системе. Мгм. Так, хорошо. Посмотри, полностью ли, Таня отменила вот это расчленение, там, где попала в раздаточную. Ну да, это когда вот эта сковорода этой тети Нине
вот так вот ударила. Мгм. Хорошо. Посмотри, как изменилась ситуация, когда мама Тани была на гинекологическом кресле, что между ног был черный шар, как сейчас отобрали А девственность, она когда говорит: считала. это неправда, я родила Таню. Мгм. Хорошо. Все изменилось, да. Мгм. Ушла ли полностью темная полоса с пространства Тани? Да, она светится. Только М, вот я вижу, что у нее к макушке такая еще энергия, какая-то шлейф такой тянется к Так, духу что это? Люцифера, и внутри там как будто бы ребенок сосет в этой капсуле. Сейчас я посмотрю, что это. А, Мгм. Я вижу, что вместо связи с первоисточником, с своей внутренней силой, у нее вот это еще зацикленность на этот младенческом периоде, Так, на чем эта зацикленность держится в пространстве Тани? на вот этой травме аборт. Я вижу М, ножи, которые как будто бы ее режут. Я передаю Тане, что ей не нужно соглашаться ни на что. Она живая, она просто может сейчас выбрать свет, выбрать жизнь без любых условий, никаких условий. И отдать, приказать матери, пусть мама забирает все этот негатив и отдает туда это предательство своей дочери. Она не ответственна за действия и принятые решения других людей. Пусть отдает матери, отцу, а мать и отец пусть отдают это туда, по роду, откуда это все пришло. И я вижу, как мама отдает и зацепила тетю Нину и этого крокодила, и оно уходит. И мгм, отрывается эта подключка. Я передаю Тане, мгм. чтобы она выталкивала все подключки к любым людям, к любым эгрегориальным структурам и восстанавливала свою радость, искру жизни, отправляла все это в портал и выходила в самое светлое пространство. Так, и что происходит? А я ее беру за руку и говорю, что я ей покажу мир. И мы так поднялись, как будто бы в такой, как будто бы в космос такой, на таком, и все сияет вот так под ногами у нас. Я ей куда-то вот туда показываю и говорю, там свет. Мгм. Что ты ей показываешь? Я вижу, что я слышу город любви. Он так далеко, но от него М, идет такая, как луч такой сияющий, вот так через седьмую, вот так как-то, вот так, и к сердцу. Так, а почему ты ей этот город показываешь? Я ей говорю, упражнение любви, что эти Так, все страдания она пережила ради любви к себе, к своему роду. Сейчас я посмотрю, как это работает, почему. мгм, Это в согласии с будущим. А, это, вот как оно работает. Мы, когда выстраиваем свои цели, то мы мгм, готовы. Ну, вот у меня тоже есть цели, я целыми днями, ночами работаю ради моей цели, да, то есть мы терпим ради чего-то, чтобы достичь желаемого. То есть мы идем на какие-то жертвы. Вот точно так же мгм, мы пошли на эти жертвы ради будущего. А какое же будущее? мгм. Посмотри, ради какого будущего пошли на такие жертвы. Я слышу симметричный ответ. Так, что это значит?
система развлечения, усовершенствование системы развлечения, добра и зла, активация ДНК совершенного человека, управление жизнью из внутреннего блага. Мгм. Я слышу прекратить конфликт с демоническим существом. Так, а место конфликта с демоническим существом что должно быть? Что? Что должно быть вместо конфликта с демоническим существом? Система развлечения. Мгм. Так, ну, нужно различать, и что делать с этими демоническими существами? Как с ними взаимодействовать? Никак. Система развлечения помогает избежать ловушек Мгм. демонических существ. То есть наша задача с ними никак не взаимодействовать, Да, их а, они без нашей энергии просто, засохнут. Вот я вижу этот образ, как засыхает растение, когда на него солнце светит, а воды нету. То есть для них, Мгм. для этих демонических существ, этой живительной водой является наша энергия, страдания, обращение к эзотерикам, вот эти все неадекватные практики, неестественные. Мгм. Так, хорошо. Посмотри, как сейчас выглядит Таня. Я слышу свет. Она выглядит, сфера, как яблочко. Вот. Только что-то внизу еще. Я там, Так, где ноги. что там? Что там за Такая энергия? серая энергия тяжеловатая, которая не дает ей вот так. Она говорит, мне запрещают ходить. И я вижу к этим ногам такая энергия. А, Ее муж теперешний, Висенте, Мгм. в секторе магии. Так, приказываем отвечать, что он делает в пространстве Тани. Он кричит, что он не пустит ее к Александру. Мгм. М, Так, видит ли это Таня, Да, как видит. он на нее взаимодействует, и что он не хочет пускать ее к Он кричит, Александру. я умру, а ты пойдешь к нему. Я Поэтому он будет жить передаешь, вечно. да, поэтому он ее не Мгм. пускает. Ну, это программы такие. Мгм. Мгм. Я ей передаю, что это ее личное пространство, и она может изменить все эти ситуации каждый раз, когда она поддавалась его шантажу. Пусть она примет решение ходить туда, куда она хочет. Я вижу, как она Мгм. снимает вот эти все энергии. Я передаю ей, что она может ему отдать, пусть забирает Да. все это насилие по отношению к ней и отправляет туда, откуда это все пришло. И вот я вижу, как Мгм. она поднимается, Мгм. и Как ее сейчас? крылья вот так как будто бы окутывают ее нижние части. Я передаю, ей, чтобы она полностью избавилась от этих негативных энергий, а все, что может переработать, пусть превратит в свет, свободу и возможность ходить, и у нее вот эти ноги, и она идет. Я передаю, чтобы она вернулась своим ногам силу и М. волю ходить праведными дорогами, найти свой альфа-путь, путь души, путь высшей миссии ее души и крепкость ее ногам ходить по этим дорогам выполнения ее истинной миссии. Мгм. И она вот так вот как-то крыльями сгребла эту энергию, выбросила и говорит ему, я больше не твоя, говорит Мгм. служанка. Да. Отдает Пусть ему эту энергию, я Таня ему полностью очищает свое пространство, исцеляет свое вот, а пространство. теперь полетела.
А вот сейчас Мгм. она свободна. Я передаю, чтобы она исцелила все ее пространство. Я тоже очищаю все это, отправляю на аннигиляцию все негативные энергии и превращаем в свет. Всю тень превращаем в свет. Хорошо. Таня также хотела посмотреть, как на нее влияет прием гингобилобы. Я слышу витамин. Ну, Мгм. Да. А как как витамин, влияет? Это как? как пища. Мгм. Это ей во благо? Да, Мгм. Хорошо. для Так, тела я слышу, для тела. Для физического тела. так, а как она действует на ее мозг? Ну, я вижу, что в первую очередь на мозг негативно действуют энергии, Действовали? мысли действовали, да. Я ей передаю, чтобы она полностью очистила свой мозг и восстановила свои нейронные связи. И я слышу аффирмации. О, я вижу, какую практику ей нужно делать в первую очередь. Так, какую ей нужно практику делать в первую очередь? О, это сложно делать, но это можно. Это самые сильные и смелые люди делать могут. Так, расскажи. Написать аффирмации очень короткие, но очень емкие. И в зеркало смотреть просто себе в глаза и читать эти аффирмации. Мгм. А какие должны быть эти аффирмации, чтобы были во благо Тане? Ну, например, я слышу сейчас. Я иду своим путем. Я чистая, живая душа. Я источник света. Я вдохновляю себя и других. Я желанное дитя Вселенной. Мгм. Я люблю Мгм. себя, я принимаю себя. Ну, вот такого плана. Мгм. Хорошо. Посмотри еще раз, как Таня сейчас выглядит. Опять я слышу день, энергосфера правильной формы, эм, внутри крылья, и крыльями она вот так, как будто бы всю себя окутала крыльями. Мгм. А Интересно почему так. она себя окутала крыльями? Это считывается естественная защита, Мгм. благо. Мгм. Спроси у Тани, все ли мы для нее сегодня сделали. Да, она опять показала эту книгу, и она ее так закрыла и как бы передала в сектор первоисточника, к высшему я. Так, и что это значит? Она говорит заключительный цикл. Мгм. А также мы проговаривали перед сеансом, да, что когда расторгаешь контракт, то нужно заключить контракт со своей светлой сущностью. Сделала ли это Таня? Она говорит, что она и не уходила. Так, откуда она не уходила? А, на уровне божественной души она всегда оставалась и светом, Мгм. и светом, и в ней всегда присутствовала эта гармония и сила ростка, сила роста, я слышу. И Мгм. она всегда, и свет божественной любви всегда в ней присутствовал. Он никуда не уходил от нее. И никогда она не разрывала этот контракт на самом деле. Мгм. А, вот оно что. Это, чтобы разорвать этот контракт, это люди делают специальные ритуалы. Они приносят в жертву других, то есть они делают аморальные вещи. Вот я вижу, как это происходит.
То есть если человека в жертву приносят, его гнобят и потом обвиняют, что он какой-то не такой, то это неправда. Это так не работает. Невозможно отлучить божественную душу от источника. Мгм. Вот без, я слышу, без намерения сердца. То есть это Мгм. нужно специально. Есть такие люди, которые, как говорится, продают душу дьяволу ради богатства, ради денег, и они делают специальный этот ритуал отречения. Мгм. Так, хорошо. Тогда Да. поднимаемся все вместе максимально вверх, в верхние пространства. Да, мне идет, что это просто решение, это не возобновление, не контракт своей светлой сущностью, а это просто решение идти своим путем. Мгм. Хорошо. Это, ну, как мы решили что-то сделать, ну, встал и пошел. Это вот для этого нужно. Это как толчок. Мгм. Обещание себе быть светом. Мгм. Хорошо. Поднимаемся все вместе максимально вверх, Мгм, наполняемся живыми светлыми энергиями любви, гармонии, радости, благополучия. мгм. Да, я чищу все пространство. Прощаемся с Таней, Мгм, отсоединись от всех и от всего, мгм. очисти свое личное пространство, убери О, все подожди одну замороженные. секундочку, эта девочка опять с этой конфеткой. Так, что там? А, Почему? ну, это вот детские Мгм. э, Там, где оно родовое. замещение, да. Я ей Мгм. передаю, чтобы она отдала эту конфетку туда, откуда она пришла, и полностью Мгм. исцелила ее сознание от привычек быть удобной, подстраиваться. Пусть в каждом своем решении поменяет быть собой, быть самим собой, идти своим собственным путем, выбирать то, что хочется ей. Мгм. Вот, и вот эту программу, ножки такие, знаешь, как веревочки, пусть полностью я ей передаю, она может убрать и восстановить цельность всех ее энергетических и физических параметров. Мгм. Да, она теперь прощается, да. Мгм. Хорошо. Проверь свое личное пространство, убери все замороженные ситуации, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы. Мгм. Поднимись еще выше, Да. наполнись живыми светлыми энергиями любви, гармонии и радости. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, в которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Да, неожиданное, еще одно неожиданное. Меня тетя любила, а мама очень ревновала к ней. Она всю жизнь, она извела себя и нас ревностью к тете Нине. Вот, а я думаю, чего мне тетя Нина, вот она умерла, она никогда мне, я вообще не вспоминаю, ни она, никак ко мне. Вот интересно, да, такая интересная ситуация. Благодаря твоей работе над собой, да, вот, мы можем с каждым сеансом идти все глубже и глубже.